Добрый день, друзья! В сегодняшнем уроке речь пойдет о зеркале. Зеркало стало неотъемлемым атрибутом нашей жизни. И издревле красавицы смотрелись в зеркало, заглядывали в него и искали в нем ответы, проводили ритуалы. А сейчас зеркало может быть большим, интерьерным или миниатюрным для сумочки. И сегодня мы будем делать такую красоту для дома. Для основы я взяла артборд с подрамником из ДВП диаметром 60 см. И перед началом работы его необходимо обязательно загрунтовать. Это я делаю с помощью грунта для ОСБ. Он отлично сохнет и создает хорошее сцепление со шпатлевкой. Ну а дальше необходимо сделать разметку. Так как у меня нет циркуля с большим шагом, мне пришлось сделать разметку на кальке, и я заложила по 10-11 см с краев и перенесла все это на планшет. В тот момент, когда я начинала делать узор, у меня еще не было самого зеркала в оригинале, поэтому мне пришлось помучиться. Диаметр зеркала у меня 40 см. И сейчас с помощью малярного скотча мне необходимо отделить внешнюю сторону от внутренней. С внешней стороны я буду накладывать слой шпатлевки, поэтому мне необходимо очень аккуратно обрезать канцелярским ножом по контуру, который просматривается через малярный скотч. Внешнюю сторону скотча мы убираем, и туда будет накладываться шпатлевка. А внутреннюю часть скотча мы оставляем до момента, когда наш узор будет сформирован, и после этого уберем и создадим ровный край, который нам и требуется. Итак, после того, как мы сделали необходимые разметки, мы замешиваем гипсовый раствор. Для создания узора или оттисков из цветов я использую гипсовую финишную шпатлевку. Массу я замешиваю достаточно плотно, чтобы оттиски получились четкие. И самое главное, что необходимо сделать, это положить шпатлевку ровным слоем, так чтобы везде, по всей площади, слой казался ровный. Толщина слоя шпатлевки должна быть ровно такая, чтобы вы могли вдавить цветочки или листики, которые вы выбрали. Если это листики, то вам достаточно будет 3-4 мм. Если у вас будут какие-то крупные цветы или колючки, которые, допустим, у меня присутствуют, то на них, наверное, требуется уже миллиметров 5. После того, как вы распределите массу шпатлевки по поверхности ровным слоем, необходимо разровнять поверхность с помощью пальчиков и воды. Вы обмакиваете пальцы в водичку и аккуратно разравниваете поверхность. Она становится практически идеальной. Ну а дальше начинается очень медитативный процесс, который приносит массу удовольствия. Вы берете цветочки, которые вам понравились. Желательно, чтобы они были очень жилистые, и они будут давать очень хорошие отпечатки. Здесь, например, перед вами лопух, у которого очень хорошая рельефная фактура. Здесь колючка, которая еще не высохла. Это пижма, которая дает хороший глубокий отпечаток. И этот непонятный полевой цветочек, который тоже дает красивые шарики. Желательно брать цветы, которые живые, не засохшие, чтобы они не обламывались и не превращались в труху. Потом очень сложно вытащить ее из шпатлевки. Также можно использовать лаванду и любые цветы, которые дают очень объемный узор. И дальше аккуратными движениями вы прикладываете цветы к поверхности шпатлевки, пальчиками слегка прижимаете. И здесь основная задача — не налепить все подряд друг на дружку, а создать очень красивую композицию, чтобы выглядело красиво. Папоротники тоже очень хорошо отпечатываются в поверхность, их можно выкладывать как целым листом, так и по отдельности. Этот процесс я неоднократно показывала в своих видео, поэтому вы можете зайти в плейлист «Шпатлевка» и увидеть там много картин, которые созданы именно в этой технике. Ну а если вам интересно про мою работу, то, как я провожу свое время, вы можете переходить в мой телеграм-канал, и там я иногда даю некоторые подсказочки и могу с вами общаться и отвечать на все ваши вопросы. Также вы можете задавать ваши вопросы в комментариях под видео, а в описании я вам оставила интересную информацию и несколько удивительных фактов про зеркало. После того, как вы создадите композицию и у вас не останется свободных пустот, необходимо дать постоять цветочкам 5 минут, и необходимо дальше аккуратно их вынимать. Стараться это делать крайне медленно, чтобы не повредить сам рельеф и оттиск. Если вдруг вы сделали жидкий раствор шпатлевки, то такого оттиска у вас не получится.
раствор шпатлевки должен быть очень плотный, чтобы масса могла держать этот тонкий природный рисунок. После того, как вы снимете с поверхности все растения, не забудьте убрать защитный малярный скотч. Это надо сделать до того момента, когда ваша шпатлевка полностью высохнет, иначе вы его потом убрать не сможете. В таком состоянии вы оставляете ваше полотно до полного высыхания, желательно на сутки. Все зависит от толщины вашего слоя шпатлевки. Но в целом это должно быть от 12 до 24 часов. Когда шпатлевка полностью высохнет, возьмите небольшой кусочек шкурки и пройдитесь по краям и по всем выступающим поверхностям. Снимите верхние острые углы у шпатлевки, они образуются практически всегда. Изгладьте поверхность до такого состояния, чтобы она была тактильно приятна и не царапалась. После чего ее необходимо обеспылить. Это вы можете сделать с помощью влажной тряпочки, но я советую использовать грунтовку глубокого проникновения. Она не просто укрепит вашу шпатлевку, но и уберет полностью всю пыль с поверхности. Я добавила в грунтовку капельку зеленого колера, чтобы точно знать, что грунтовка покрыла всю поверхность. И после того, как грунтовка просохла, я приступаю к дальнейшему декорированию. И я буду использовать золотую аэрозольную краску. Тщательно встряхнув баллон, мне необходимо покрыть всю поверхность, всей части узора, внутренние части, рельефные части, таким образом, чтобы нигде не осталось никаких проплешин. Ну и, конечно же, не забывая про боковые стороны, про ребрышки. Так как аэрозольная краска сохнет довольно-таки быстро, я даю минут 30, чтобы она окончательно и хорошо просохла именно в глубоких частях узора. И развожу черную акриловую краску. Я беру капельку черной краской и разбавляю ее водой до жидкого состояния, чтобы она спокойно проникала как раз вот в наш узор, который мы создали. С помощью кисточки наношу на поверхность, по всей поверхности, там, где у меня узор. И здесь необходимо соблюдать только одну важную вещь. Необходимо делать эту работу довольно-таки быстро, не отвлекаясь и ни в коем случае не оставляю работу до полного высыхания. Потому что краска сохнет акриловая очень быстро. И здесь после того, как вы нанесли и прокрасили черным цветом весь ваш узор, необходимо моментально стирать эту краску. Я заранее подготовила ветошь, которую после этой процедурки я просто выкину, и ее будет не жалко. После того, как я покрыла всю поверхность черным цветом, я начинаю очень тщательно стирать краску с поверхности. Здесь можно не переживать за то, что она не снимется. Вы всегда сможете сбрызнуть водой и убрать излишки. Но самый главный эффект, которого мы добиваемся, краска черная проникла внутрь того узора, который мы сделали. И оттуда вы уже ее вытащить обратно не сможете. Посмотрите, какая красота получилась, как четко виден рельеф и какой он невероятно красивый и органический. Он настоящие живые цветы отдали всю свою красоту нашему зеркалу. И теперь мы поступаем к завершающей стадии. Необходимо зеркало приклеить к внутренней части. И это я буду делать с помощью жидких гвоздей. Клей специально предназначенный для зеркал. Я точечно наношу на зеркало и точечно наношу на поверхность. Прикладываю к зеркалу, хорошо прижимаю к поверхности. Ну и надо оставить зеркало для полного высыхания. В инструкции клею 72 часа и смотрим, что получилось.